Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня это может быть история любой женщины, возможно, врача, возможно, вашей соседки, а возможно, ваша собственная. После 50 организм не стареет, он меняет правила игры, и если их понять, можно вернуть легкость, энергию и внутренний огонь, почти как в 20. Я говорю не о чудо-таблетках, а о системе, которую подтверждает исследование Mayo Clinic и National Institute on Aging. Досмотрите до конца. В финале дам протокол на 30 дней, который запускает омоложение на клеточном уровне. И если вам важны такие разборы, поставьте лайк уже сейчас, чтобы не потерять это видео. Первое правило после 50 — восстановить метаболическую гибкость. Это значит научить тело снова правильно использовать и глюкозу, и жиры как топливо. Как это делать? Утром стакан теплой воды с 1 чайной ложкой яблочного уксуса, если нет противопоказаний по ЖКТ, и щепоткой корицы. Завтрак белковый. 2 яйца или 150 граммов творога, плюс зелень и немного оливкового масла. Такой старт стабилизирует инсулин и снижает воспаление. Об этом говорят исследования Johns Hopkins University. Уже через 2-3 недели уходит отечность и возвращается энергия. Второе правило – мышечная ткань. После 50 мы теряем ее быстрее, чем думаем, а мышцы – это молодость, гормоны, плотность костей. Минимум 3 раза в неделю силовые упражнения с собственным весом. Базовый комплекс – приседания 3 на 12, отжимания от стены или пола 3 на 10, планка 30-60 секунд, ягодичный мостик 3 на 15. Выполнять медленно, с акцентом на дыхание. Это активирует выработку гормона роста естественным путем. Исследования Cleveland Clinic подтверждают, силовые после 50 уменьшают биологический возраст. Третье правило – сон до 23:00. Именно в промежутке 22:00-00 вырабатывается мелатонин, который регулирует восстановление клеток. За 2 часа до сна – теплый настой. 1 чайная ложка ромашки плюс 1 чайная ложка мелиссы на 250 мл кипятка. Настоять 10 минут. Пить медленно, без сахара. Это снижает кортизол и помогает телу перейти в режим регенерации. Никаких гаджетов в постели. Через месяц такого режима лицо становится спокойнее, взгляд ярче. И самое важное – воспаление. После 50 оно часто скрытое. Чтобы его снизить, добавьте в рацион куркуму, половину чайной ложки в теплое молоко или воду с щепоткой черного перца для лучшего усвоения. Курс 21 день, затем перерыв 10 дней. Плюс ежедневная прогулка быстрым шагом 30-40 минут. Это простые шаги, но они работают глубоко. В следующей части я расскажу, как запустить омоложение кожи и суставов изнутри и почему многие женщины упускают один ключевой элемент. Если тема вам откликается, поддержите канал лайком и напишите в комментариях «Хочу молодость» или, если что непонятно, я обязательно отвечу. Четвертое правило – коллаген и соединительная ткань. После 50 кожа, суставы и связки нуждаются в поддержке. Натуральный способ – домашний костный бульон. Варите говяжьи или куриные кости 6-8 часов на медленном огне с добавлением 1 столовой ложки яблочного уксуса. Принимать по 150-200 мл 4 раза в неделю утром или днем. Это источник коллагена, аминокислот и минералов. Исследования Stanford University подтверждают роль аминокислот в поддержке тканей. Уже через месяц уменьшается скованность в суставах и улучшается состояние кожи. Пятое правило – гормональный баланс через питание. После 50 особенно важны фитоэстрогены. Добавляйте 1 столовую ложку молотого льна в йогурт или кашу ежедневно. Лен поддерживает сосуды и помогает мягко регулировать уровень эстрогенов. Курс 30 дней, затем перерыв 2 недели. Плюс 30 граммов орехов 3-4 раза в неделю. Это питание мозга и защита от возрастных изменений. Об этом говорят данные Harvard T.H. Chan School of Public Health. Шестое правило – лимфатическая система. Если она застаивается, появляются отеки, тяжесть и усталость.
Каждое утро 5 минут мягкой зарядки, вращение плеч, подъемы на носки 20 раз, легкие прыжки или шаг на месте. Затем контрастный душ. 30 секунд теплой воды, 10 секунд прохладной. Повторить 3-4 раза. Это запускает циркуляцию и вывод лишней жидкости. Эффект заметим уже через неделю. Тело становится легче. 7 правило. Дыхание. Стресс старит быстрее морщин. Простая техника. Вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 6. Повторить 10 раз утром и вечером. Такое дыхание активирует парасимпатическую систему, снижает давление и кортизол. По данным National Institutes of Health, регулярные дыхательные практики улучшают работу сердца и мозга. Это бесплатно, просто и эффективно. И сейчас момент, который многие игнорируют. Вода. После 50 чувство жажды притупляется. Норма — 30 мл на 1 кг веса в сутки, если нет противопоказаний. Пить равномерно в течение дня, не залпом. Добавляйте ломтик лимона или несколько листиков мяты. Гидратация напрямую влияет на упругость кожи и работу суставов. Дальше я раскрою 7-дневный стартовый план омоложения, который можно начать уже завтра. Если вы досмотрели до этого момента, поставьте лайк, чтобы больше женщин увидели эту информацию. Теперь обещанный 7-дневный старт. День 1. Очищение без фанатизма. Утро – теплая вода, легкая белковая еда. В течение дня больше зелени, тушеные овощи, рыба или индейка 120-150 граммов. Исключаем сахар и белую муку. Вечером – теплый травяной настой. Такой мягкий перезапуск снижает воспалительные маркеры. Об этом говорят данные Cleveland Clinic. Главное не голодать, а стабилизировать обмен веществ. День 2. Суставы и подвижность. Утром 10 минут суставной гимнастики. Вращение голеностопа, коленей, бедер, плеч и шеи по 10 кругов в каждую сторону. Затем упражнение «Кошечка» — 12 медленных повторений. Это улучшает питание хрящей и уменьшает скованность. Исследования Mayo Clinic подтверждают, мягкая регулярная нагрузка снижает возрастные боли лучше, чем покой. День 3. Кожа изнутри. Добавьте витамин С естественным способом. Квашеная капуста 100 грамм или отвар шиповника, 1 столовая ложка ягод на 300 мл, настоять 20 минут. Пить 1 раз в день курсом 14 дней. Витамин С участвует в синтезе коллагена и укрепляет сосуды. Параллельно легкий самомассаж лица вечером 5-7 минут по массажным линиям с каплей масла жожоба. Это усиливает кровоток и тонус. День 4. Кишечник. После 50 микробиота меняется, а от нее зависит иммунитет и настроение. Включите ферментированные продукты. Кефир 200 мл вечером или натуральный йогурт без сахара. Плюс клетчатка, 1 столовая ложка отругей, запить стаканом воды. Курс 3 недели. По данным Johns Hopkins University, здоровье кишечника напрямую связано с уровнем воспаления и энергией. День 5. Мозг и память. Омега-3 из пищи. 2-3 раза в неделю жирная рыба, скумбрия, сельдь, лосось по 120 граммов. Либо 1 чайная ложка льняного масла утром с едой. Это поддерживает когнитивные функции и сосуды. Исследования National Institute on Aging показывают, что правильные жиры замедляют возрастные изменения мозга. Дальше я расскажу о 6-м и 7-м дне и раскрою, какой внутренний настрой ускоряет омоложение вдвое. День 6. Сердце и сосуды. После 50 эластичность сосудистой стенки снижается, поэтому важно мягко тренировать сердечно-сосудистую систему. 30 минут быстрой ходьбы или скандинавской ходьбы 5 раз в неделю. Пульс не выше 60-70% от максимального, примерно 220 минус возраст. Питание в этот день – больше темной зелени, свеклы, чеснока. Свекла 100-150 граммов в день поддерживает выработку оксида азота и улучшает кровоток.
Данные Harvard Medical School подтверждают пользу умеренной аэробной нагрузки для продления жизни. День 7. Восстановление и тишина. Омоложение невозможно без внутреннего покоя. 15 минут медитации или молитвенной тишины утром. Простая техника — сесть прямо, закрыть глаза и наблюдать за дыханием. Если приходят мысли, мягко возвращаться ко вдоху и выдоху. Это снижает уровень хронического стресса, который ускоряет старение. Исследования Стэнфорд Юниверсити показывают, что регулярная практика осознанности влияет на маркеры биологического возраста. Теперь важный блок — сахар. После 50 он действует агрессивнее, чем в 20. Гликация разрушает коллаген и делает кожу дряблой. Что делать? Ограничить добавленный сахар до минимума. Если хочется сладкого, 1-2 фрукта в первой половине дня. Можно приготовить полезный десерт — запеченное яблоко с корицей и горстью орехов. Это стабилизирует глюкозу и не вызывает резких скачков инсулина. Исследования National Institutes of Health подтверждают связь сахара и ускоренного старения. Отдельно скажу о солнце. Витамин D — это иммунитет, кости и настроение. 15-20 минут пребывания на солнце ежедневно в безопасные часы. Если солнца мало, обсудить анализ и дозировку с врачом. Не принимать самостоятельно большие дозы. По данным World Health Organization, дефицит витамина D широко распространен после 50 лет и влияет на общее состояние организма. И вот интрига, о которой я обещала рассказать. Самое мощное омоложение начинается не с тела, а с решения жить активно. Новые навыки, изучение языка, танцы, творчество — все это формирует новые нейронные связи. Мозг не любит скуку. Начните с малого. 20 минут в день на обучение или хобби. Это может быть рисование, вокал или даже онлайн-курсы. В следующей части я дам полный 30-дневный протокол закрепления результата, и если вы чувствуете, что эта информация важна, поддержите канал лайком и напишите в комментариях, какой шаг вы начнете уже сегодня. Теперь 30-дневный протокол закрепления омоложения. Первые 10 дней — стабилизация питания. Белок в каждом приеме пищи — 20-30 граммов. Овощи не менее 400 граммов в сутки. Вода по формуле 30 мл на 1 кг веса. Ужин за 3 часа до сна. Раз в неделю легкий разгрузочный вечер. Овощной суп или кефир 200-250 мл. Это снижает метаболическую нагрузку и помогает телу включить механизмы обновления. Подход поддерживается принципами, о которых говорит Mayo Clinic. Следующие 10 дней – усиление мышечного каркаса. Добавляем утяжелители 1-2 кг или эластичную ленту. Приседания, тяга ленты к поясу, жим вверх, ягодичный мостик. 3 тренировки в неделю по 20-25 минут. После занятия растяжка 5-7 минут. Белок в течение часа после тренировки 100-150 граммов рыбы или омлет из 2 яиц. По данным Cleveland Clinic, силовая нагрузка после 50 улучшает чувствительность к инсулину и плотность костей. Последние 10 дней – гормональная поддержка через режим. Подъем и сон в одно и то же время. Утром – свет, движение, стакан воды. Вечером – приглушенный свет, отсутствие новостей и гаджетов. Добавьте вечерний магниевый ритуал. Теплая ванна с английской солью 15-20 минут 2 раза в неделю. Это расслабляет мышцы и снижает кортизол. Регулярность важнее идеальности. Именно повторяемость формирует молодость. Поговорим о народных средствах для энергии. Настой женьшеня по инструкции и при отсутствии противопоказаний курсом 2-3 недели поддерживает тонус. Более мягкий вариант – имбирный чай. 3-4 ломтика свежего корня на 300 мл горячей воды, настоять 10 минут, добавить лимон. Пить утром, не натощак. Это улучшает кровообращение и согревает изнутри. Но важно помнить, любые травы требуют разумного подхода и консультации при хронических заболеваниях. И еще один скрытый фактор старения – одиночество. Социальные связи продлевают жизнь не хуже спорта.
Регулярные встречи, разговоры, поддержка. Даже 10-минутный искренний разговор в день снижает уровень стресса. Исследования Harvard University подтверждают, качество отношений напрямую связано с продолжительностью жизни. Дальше я расскажу, какие ежедневные мелочи ускоряют старение незаметно и как их убрать навсегда. Теперь о мелочах, которые старят незаметно. Хроническое недоедание белка, постоянные перекусы сладким, сидячий день без движения. Если вы сидите больше 60 минут, встаньте и сделайте 20 шагов или 10 приседаний. Это улучшает чувствительность к инсулину и циркуляцию крови. Даже такие микродвижения запускают обмен веществ. Помните, не интенсивность, а регулярность решает. Маленькие действия ежедневно формируют большое обновление. Еще одна привычка – постоянное напряжение лица. Попробуйте упражнение «Мягкий лоб». Расслабьте лоб, слегка приоткройте рот, язык уприте в небо и задержитесь на 1 минуту. Повторять 2-3 раза в день. Это снимает спазм жевательных мышц и улучшает овал лица. Добавьте легкое похлопывание кончиками пальцев по коже в течение 2 минут. Это стимулирует микроциркуляцию и придает свежесть. Не забывайте про осанку. Сутулость прибавляет годы визуально и ухудшает дыхание. Упражнение «Стена». Встаньте спиной к стене, прижмите затылок, лопатки и ягодицы, стойте 2-3 минуты, дышите глубоко. Делать ежедневно. Через 3-4 недели меняется походка и ощущение уверенности. Молодость – это не только кожа, это положение тела в пространстве. Питание для сияния кожи – это недорогие кремы, а жиры и антиоксиданты. Горсть ягод в день, зеленый чай 1-2 чашки, оливковое масло холодного отжима 1 столовая ложка в салат. Избегайте жарки на высоких температурах, она усиливает воспаление. Простая еда – минимум обработки. Именно так организм получает максимум пользы. И сейчас главный внутренний секрет. После 50 нужно перестать бороться с возрастом и начать сотрудничать с ним. Принятие снижает стресс, а значит, снижает уровень кортизола. Спросите себя, что я могу сделать для себя сегодня? Маленький шаг, прогулка, полезный ужин, звонок подруге. Именно так запускается цепочка обновления. И в финале я подведу итог и соберу все в простую формулу омоложения, которую можно сохранить и применять каждый день. Итак, собираем все в формулу. Молодость после 50 – это 4 опоры. Питание, движение, сон и спокойствие. Белок ежедневно, овощи как основа, вода в достаточном объеме. Силовая нагрузка 3 раза в неделю. Ходьба почти каждый день. Сон до 23:00 и вечер без лишнего света. И 10-15 минут тишины для нервной системы. Именно сочетание этих факторов, а не один чудо-рецепт, создает эффект омоложения. Система всегда сильнее разовых усилий. Если хочется конкретики, вот краткий ежедневный чек-лист. Утром вода и свет, днем белок и движение. Вечером расслабление и отказ от гаджетов. Раз в неделю анализ привычек. Что улучшить, что убрать. Ведите маленький блокнот наблюдений. Когда женщина видит прогресс, даже небольшой, включается мотивация. А мотивация поддерживает гормональный баланс лучше любого стимулятора. Помните, омоложение – это не возвращение в 20, а сохранение силы, ясности ума и легкости в своем возрасте. После 50 можно чувствовать себя глубже, увереннее и спокойнее. Тело благодарно отвечает на заботу в любом возрасте. Начните с 1 шага уже сегодня. Не с понедельника, не с нового месяца, а сейчас. Именно так рождается новая энергия. Если это видео оказалось полезным, поддержите наш канал. Поставьте лайк, чтобы мы показали его другим женщинам, которым сейчас особенно нужна поддержка. Напишите в комментариях, какой пункт вы внедрите первым. Ваш отклик вдохновляет создавать для вас новые подробные разборы и практические протоколы здоровья.
Благодарю вас за доверие и за то, что досмотрели до конца. Делитесь этим видео с теми, кому оно может быть важно – мамой, подругой, сестрой. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски о здоровье и долголетии. И помните, возраст – это не ограничение, а новый этап силы. До встречи в следующем видео.